Добрый день, с вами ведьма Графина, мой канал Магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии: черная магия, руническая магия, самые серьезные, сложные, решительные ритуалы, откуп от дурной судьбы, от смерти, от болезни, наказание, боевая магия, защиты на войне, договор с дьяволом на большие достижения в жизни, на полную перемену в жизни. Итак, можете найти сегодня меня в телеграм-канале, в YouTube-канале, вот здесь Аграфина Таро. Еще есть другие каналы, есть Инстаграм. В телеграм-канале я публикую закрытые материалы, которые не проходят модерацию. Например, на YouTube. Ритуалы всякие. Сегодня у меня гадание по теме, у кого есть соперница. Причем неважно, не играет роль это жена, любовница. Может вы вообще уже давно не общайтесь с этим человеком, у него есть женщина, да, и вдруг, может быть, это такой бывший какой-то уже застарелый, который вы встретили кого-то там, не знаю, одноклассника или бывшего, который 20 лет назад, и вы хотите узнать вообще, что-то вам светит с человеком, у которого есть женщина. Ну и характер отношений его, как это будет развиваться, мы посмотрим первый, второй, третий вариант. Кто-то выбирает по рубашке, кто-то по близлежащим предметам, да, по цвету, у кого как работает интуиция. И мы посмотрим на прогноз на какой-то срок. Рекомендую год, идеальный, вот ни много и ни мало. Не загадывайте короткий срок сильно, там больше меньше 2-3 месяцев и более 3 лет. Что-то очень, там очень мало, там очень много. Итак, первый вариант. Вы, он и она на какой-то срок. И смотрим, как он чувствует вообще в этой ситуации. Он. Не определившийся. Ну вот, хотя бы не определившийся. Он понимает, что ему нужно сделать выбор, но не торопится его сделать. Почему? Потому что запутался. Что-то он не может сделать. Тянет, сомневается. То есть, может, для кого-то и это хорошо. Так, смотрим. Чего сомневается? Какую позицию он занял по отношению к женщине, к этой. Ну, так оно тянется, какие-то проблемы, она уже, ему как бы неинтересно. Многое уже между ними ушло, но оно может так тянуться и тянуться. Вот, кстати, карта 13, это может быть и год. Вот такое. Затягиваю, что позицию тяну чего-то по отношению к вам. 4 пентаклей. Ну, как бы вас вот терять он не хочет, но при этом, чтобы ничего не менять. То есть, чтобы не тратить свои силы, время и деньги. Вы знаете, так вот. Потихоньку, помаленьку, как-то пусть будет. Может, это какие-то переписочки даже по пентаклям. Может, это вот такая, как вы там изредка встречались, вот так и будет это. Или, знаете, вот так поставила вас какой-то эконом-режим. Вот, ну, типа, пусть будет. И тут подыхает это такой парень какой-то, не горячий, да? Что же он чувствует к ней? Чувствует к ней. Он сам не знает, что он к ней чувствует, но явно, что он пытается как-то привязанность какую-то. Он пытается определить, что это за привязанность. Иногда ему кажется, что вот как-то его тянет к ней, что это, может, даже магия какая-то. Может, кстати, магия реально есть. Одним словом, сам не понимает, чего вот он с ней находится. Вот ему как-то непонятно, да, вроде. Что тут чувства очень такие вот самое смутное, самое непонятное по поводу того, что это магическое воздействие. Что тут чувство. Ой, чувство сходить налево. А вот ходить налево хорошо. Полностью окунуться в это дело нет. И такая вот эта карта любовники перевернута. Еще, кстати, он вот по этой карте он может
Не скрывать то, что у него может быть какие-то походы налево вообще. То есть об этом разговор у них был, что типа, ну вот я так живу, он ей так может говорить. Может, я кого-то еще себя найду. А с вами чувства такие, что ну вот есть любовница, но правильно ли я делаю? Вот здесь он такой правильный. Так. Как она к нему относится, насколько она может на него влиять? На нее, знаете, не сильно она там влияет, на нее периодически находит попытка им как-то поуправлять. Он умело увиливает от этого, то есть ничего, ни за что его не возьмешь. Может, иногда у них там какие-то чувства просыпаются, они что-то там скачут в койке, в постели. Что, какое влияние на него вы оказываете, да? Солнце. Ну, вы самая такая... Кстати, по карте Солнца вы прекрасно знаете, как им управлять. Управляйте им. По Солнцу вы его, можно сказать, вы можете делать с ним все, что угодно. Вот в этой ситуации сомнений, да, сомнительный мужик. Вот прям хочет, просится, чтобы кто-то за него что-то решал. Вы можете... Вам он нравится, вы его, можно сказать, любите, хотели бы даже с ним создать семью. Вот по сути, вы можете прекрасно представляете, как им управлять. Давайте так, что он планирует по отношению к ней, потому что он не видит перспектив с ней. Вот видите, все такие какие-то карты перевернуты. То есть он ей может... Она может знать, что он гуляет, он может говорить, что никаких перспектив, он может понимать, что тут ничего интересного его не ждет. Ну вот оно тянется, периодически они пытаются оживить чувства. Но он ничего не планирует. Вы знаете, вот катится с горы парень. Так, что он планирует по отношению к вам? Что самое интересное, что планирует. Вы знаете, он планирует с вами продвигать отношения. А тут он с самого начала это планирует. Ну, так как-то... Пока сейчас самое интересное, что будет делать. Что да, планирует, может быть, даже поездку на отдых куда-то вместе с вами. Итак, что же он будет делать все это время? Ну, от нее он скрывает многое. Вообще, вот по вот этой всей колоде, что он сам себе на уме делает то, что ему надо, она его, как говорится, принимает таким, какой он есть, и все. Что он будет делать по отношению к вам? Он что-то вот планирует и откатывает, планирует и откатывает. Вроде как бы что-то вложить и какую-то денежку, что какое-то гнездо свить. И при этом он раз и делает шаг назад. Очень нерешительный мужик. Так, что же итог? Итог для нее. Вот, для нее. Ой, без движения. Судя по всему, от нее ничего не зависит. Она просто в ситуации ожидания, повлиять на него никак не может. И для нее фактически ничего не меняется. Но вот это не очень хорошо, потому что ну, вот так вот, как он жил, да, получается, что он живет. Что для вас итог, загаданный срок. Маг. Очень интересная карта. Все-таки, скорее всего, что это он. И он будет все-таки больше с вами, а ей может быть вот так, как он говорил ей, что он ну, даже не конкретно про вас выбор сделал, да, он ей может говорить, что или дать понять, что он сам по себе. Если это ситуация, где вы встретили какого-то, не знаю, там, старого знакомого, который женат, и между вами какие-то вспыхли отношения, то, кстати, у него достаточно дохлый брак, и по итогу он поднимется на второй брак. Вообще-то маг это достаточно такой все-таки активный шаг. Да? Начало нового, карта номер 1. Ну давайте, потому что мы поняли, что это для вас будет, это он решит. Что-то решит, причем как-то хитро, то ли не расставаясь с ней, то ли не особо с ней объясняясь, то ли у них давно уже какой-то вялотекущий этот процесс, да. Итак, будете ли вы довольны все-таки? В общем, нервы он вам потреплет, тянуть он будет,
При этом вот он как бы все равно по тройке мечей, он все-таки как-то вот держится за этот хвост. Хотя он с вами. Давайте так. Будет ли если это официальный развод или какой-то, будет ли... Да, будет, кстати, справедливость, будет между ними что-то официально решаться. Но все-таки, видите, тройка мечей, вот эта старая какая-то привязанность, которая будет вас ранить, она еще будет тянуться. Будет к ней или похаживать, или говорить про нее. Так вот. Так, а в чем будет ли у вас, допустим, с ним какой-то брак или что? Ну, союз. Тут жезл очень, да, между вами будет союз, причем очень активный, такой эротический, во всех смыслах отношения, и может и по работе, и в постели, и горячий такой союз, реальный. Так, может и брак, собственно говоря. Брак единомышленников. Вторая колода, историческая колода. Так, что вот он испытывает, сидя вот в этой ситуации, где у него есть вы, а может он это... Достаточно активный мужчина. Ему нужны... Сейчас посмотрим. Ему нужны приключения. Он очень активный, он очень боевой, и его это все забудет. То есть он чувствует себя как рыба в воде в этой ситуации, кстати. Она его ни грамма не парит. Ну ладно, даже забудет. Какую позицию он занял к этой женщине? Иллюзия. Вы знаете, он мне говорит: котик, пупсик, у нас с тобой все хорошо. Хотя, может быть, они оба понимают, что это кривое зеркало. Ну, вот так вот. Какой хитрый. Какую позицию к вам? Луна. Ох, хитрый. Морочит голову он вам. Вот тут уже такой, знаете, сознательный гад. Сознательный. Он темнит, он может придумывать какие-то ходы, мутить, крутить. Из серии «Я ничего не обещаю, не знаю, я сам запутался». Но при этом он хорошо знает. Ее держит он сознательно в тумане. А что он испытывает к ней? Ну, периодически она ему интересна, может быть, как бы сексуально. Тут у него очень такой эротический у него настрой вообще по жизни. Может быть, он знак огня какой-то. Хочется, потрахивается с ней весело. Так, вот это ему иногда. Не могу сказать, что прям всегда. Что он испытывает к вам? Доверие. Что-то тут туго вообще. Вот этот, недоверие. Он не любит, чтобы им управляли никто. То есть тут он показуха, тут такой с опаской к вам. Давайте так. Что планирует с ней? Ну, с ней планирует жить. Вообще-то. Что планирует с вами? Ну, как бы, знаете, с вами то ли работать, то ли общаться, то ли вы ему интересны. Вот, знаете, так вести какие-то беседы вечерами, проводить с вами, может быть, за чашкой кофе. То есть общаться он с вами собирается. Причем, может быть, присутствие третьих лиц где-то на работе. Может быть, вы ему нужны по каким-то делам. Такой парень, знаете. Так, ну давайте так, все-таки планирует. Что будет происходить? Как он будет себя вести по отношению к ней? То, что он планирует. Так, она его утомила, она ему надоела. Либо он будет откупаться, либо экономить на ней. Зажимать в деньгах. Как-то пытаться не только в деньгах, но и в энергии. То есть пореже бывать дома, поменьше что-то там делать. Вот так вот.
При этом создавать иллюзию, что вроде бы хорошо. Все. Что будет делать в реальности он по отношению к вам? Опа! А парень-то расчетливый, смотрите. Пока он мутит, он выясняет, кто вы, что вы, он присматривается, он не доверяет. Смотрите, есть карта все-таки, что он видит вас какую-то или деловую женщину, или что вас, с вами союз ему больше нужен. Причем союз такой вот, знаете, основательный, где можно вложиться, или бизнес с вами вести, или к вам переехать, или с вами переехать, неважно. То есть, либо вам с вами какие-то дела вести. Тут как будто, знаете, ну это серьезная карта, при том, что собирался жить с ней, а потом вдруг окажется у вас. Интересно. Давайте так. Итог. Загаданный срок для нее. Вот что она. Развод. Колесница перевернута. Разъезд. Пока это разъезд, либо они вообще проживают, кстати, на расстоянии. По вот этой иллюзии, по вот этому всему, что иногда они что-то там встречаются, иногда разъезд. Но они так и будут на расстоянии. Что итог для вас какой для этих отношений? Безнадежная ситуация. Что-то вам не нравится. Вы не видите будущего в этих отношениях. Ух, он и хитрый. Так, давайте так. Что по итогу вы получите? Ну, он будет приходить возвращаться. Такое, знаете, вот если у вас сейчас такие отношения, то они такие будут. Что по итогу... Вот, и тут, и там. То есть и тут возвращение, типа я с ней общаюсь. И тут приезжаю, уезжаю, подживаю, какие-то дела. Вы не видите перспектив никаких. Что в этом? Вот такая связь. То есть, если у вас сейчас нет связи, ну, такая, вы встретили этого человека недавно, он вас узнает больше и будет к вам тянуться. Но тут он будет болтаться возле нее очень еще долго. Ну, и карта совет для вас, что ли. Не знаю. Раньше года не ждите перемен, потому что... Или какие не обнадеживайтесь, потому что сейчас все очень вот сложно. В плане то, что он хочет разузнать почву, потом он будет тянуться к вам, а потом он сядет на два стула и в течение года вот такая вот непонятка. Третий вариант. Что он в этой ситуации? Вообще запутался. Он не может по тройке пентаклей совершенно потерялся в ней. Может, он находится с тем, с кем не хочет быть. Вот так, вот так. Что он с ней, как позиция какая? Типа возвращается, она ему родная, близкая, удобная, может быть, еще такая. Женщина, друг, семья тоже что-то вот. Что вы для него? Вау. По сравнению, конечно, с шестеркой кубков. Вы очень крутая. То есть вы можете его щелкнуть пальцами, позвать к себе, и он перед вами преклоняется. То есть вы женщина мега крутая, императрица. Так, а что же он? Так, что он чувствует к ней? Он ничего к ней не чувствует. Вот он пытается понять, что собственно. Он просто вот для видимости ее держит. Она его раздражает периодически. Может, она сильно старается для него по этой карте. И он обнаруживает в себе вот такие вот какие-то отрицательные стороны все-таки по отношению к ней. Что вот хочется ее там, что неприятно сказать, что он чувствует по отношению к вам. Тут какая-то... Отсутствие амбиций. Вы, конечно, императрица, но замахнуться на вас ему страшно. Потянет ли он вас? Сможет ли он это сделать? То есть он не чувствует себя этого потенциала. Вот как-то
опасается прям, вы его подавляете, или вы слишком красивая, слишком умная, или слишком боится с вас прям влюбиться, так что. Так, что он планирует? Короче, планирует это, ну, эту женщину кинуть, я вот так вижу. Она ему давно надоела, но просто с ней удобно как-то находиться. Ой, он планирует и либо издеваться над ней как-то, в общем, вести себя как угодно. В общем, он ее так не ценит вообще. Что он планирует по отношению к вам? Он хотел бы, чтобы вы его взяли под руки белые, как-то заманили, взяли себе, чтобы вы все взяли на себя ответственность, да, потому что он не может вами управлять, вы императрица, и по ходу его эго тут, ну, очень сильно страдает. Он хотел бы, чтобы это ваша была инициатива, чтобы он вас сильно боится и хочет, и колется ему. И перекладывать на какую-то случайность. Вот он хочет, чтобы что-то случилось, чтобы вы к нему приползли, там, чтобы вы были мягче, чтобы вы... Он хочет вами вообще-то обладать, знаете так, но при этом чувствует, что он вас как бы не дорос, что-то вот такое. Что же он будет делать по отношению к ней? Мир. Знаете, он ее может, в реальности он может ее держать на расстоянии, например. Просто держать ее как запасной аэродром. Тут, кстати, не идет дело ни к браку, ничего. Если брак, может, это такой какой-то, типа, ты там, я где-то на расстоянии. Что же он будет делать по отношению к вам? Что-то бояться он вас будет. Что накручивать все время, придумывать сложности. По сути, он очень что-то слабоватый какой-то парень. Так, что вы получите по итогу этого периода? Давайте с вами. Какую-то, вот знаете, иллюзию, вот что-то он будет рассказывать, как все будет прекрасно, как все произойдет. И вроде бы все это, ну, с ней он расстанется, кстати, смотрите. Вас он ходит кругами, с ней он расстанется просто потому, что она ему не интересна, в принципе, а вы очень интересны, и он ждет какого-то вдохновения, при этом страшно боится совершить какую-то ошибку. Ну и будет вам рассказывать прекрасное будущее. Давайте так. И карта совет для вас. Ну, карта совет, понимаете, мужчина тут вот увлечен вами. Вам надо, если вы хотите его поучить, вам надо просто быть максимально яркой и максимально страстной. Все. Вот, то есть сосредоточить внимание на себе, потому что он, ну, честно говоря, он не дотягивает до вас. Что его ситуация по итогу? Всадник мечей перевернутый. Он будет злиться, всех обвинять в чем-то, проверять. Ну вот я говорю, что тут точно с этой женщиной он не будет, но и с вами он будет ходить кругами. Что-то я не вижу. Как бы голыми руками вас он взять не может. И тут такая, знаете, любовь. Есть тут любовь. Хотя я же говорю, что вот вы должны за него много решать, как императрица. И он бы согласился на это. Вот. То есть, если ему говорить, что делать, он будет вас слушаться. Если не говорить, то не будет. Многое зависит от вас. По вот этой карте. Да, белой, и по императрице. Если вы его хотите. Женщина это вообще не проблема. Тут с ее стороны вообще ни одной позитивной. Ни одного позитивного намека нет. Так, с вами была ведьма Аграфена. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео, пожалуйста, только в письменном виде. До свидания.